Дорогие близнецы, январь 2026 года открывается в энергии Козерога, а значит с приземленной и практичной ноты. Для близнецов это не самый привычный режим. Здесь нет спешки, нет разгона, нет желания хвататься за все сразу. Январь предлагает другой сценарий. Осознанный старт, где выигрывает не тот, кто быстрее, а тот, кто точнее. И именно в этом месяце у вас появляется преимущество увидеть свои возможности ясно и использовать их с умом. Этот период поднимает темы денег и устойчивости, но не в тревожном, а зрелом ключе. Вы начинаете лучше понимать, в чем ваша опора, и на этом понимании будут строиться дальнейшие месяцы. Сразу скажу вам честно, январь не дает мгновенные победы. Он про расчет и внутренний порядок. Но именно такие месяцы приносят самые ощутимые плоды. И в деньгах, и в возможностях, и в ощущении контроля над своей жизнью. Во второй половине месяца энергия начнет меняться. Появятся идеи и ощущение движения вперед. Но если в начале января вы не услышите его ритм, этот переход может пройти мимо. Поэтому сейчас очень важно не торопиться и не обесценивать спокойные шаги. Это время, когда вы настраиваете удачу на весь год. Давайте перейдем к подробному разбору месяца. Первая половина января ощущается как период внутренней остановки. Не потому что ничего не происходит, а потому что процессы идут глубже. Многое требует пересмотра. Планы, подходы, ожидания, способы распределения времени и сил. Для близнецов это может быть непривычно, потому что хочется движения, общения и приключений. Но январь показывает, если сейчас не навести порядок, дальше год начнет буксовать. Солнце и личные планеты в Козероге переводят внимание на практику, на конкретные результаты, на то, что дает отдачу не на словах, а в реальности. Это месяц, когда особенно хорошо видно, какие усилия были оправданы, а какие изначально не имели перспектив. И здесь не стоит себя винить, потому что вы стали более четко видеть всю картину. Постепенный переход планет в Водолей дает ощущение воздуха, свободы и будущего. Но этот переход будет работать только в том случае, если первая часть января прожита осознанно, если сделаны выводы, расставлены приоритеты и приняты зрелые решения. Если вы смогли к этому прийти, тогда вторая половина месяца воспринимается как награда. Появляются идеи, становится легче мыслить, возникает чувство перспективы. Давайте подробнее рассмотрим сферы финансов и работы. Здесь почти не будет происходить случайностей. Все, что приходит, напрямую связано с прошлыми решениями, выбранными стратегиями и тем, как вы распоряжались своими ресурсами. В этом месяце не будет авантюр. Он дает устойчивые и надежные результаты. Меркурий, управитель близнецов, уже со 2 января находится в Козероге. И это одно из самых важных положений месяца. Мысли становятся строже, разговоры существеннее, а решения смелее. В январе хорошо удается договариваться на долгую перспективу, обсуждать условия, возвращаться к старым проектам и доводить их до ума. Все, что требует расчета, логики и ответственности, работает в плюс. Главное, не забывайте, что в финансовой теме январь не терпит спешки. Ретроградный Юпитер в Раке показывает, что рост возможен, но только через пересмотр. Деньги приходят не из новых рискованных направлений, а уже через знакомые навыки, опыт и связи. Хорошо пересматривать бюджеты, источники дохода, расходы и условия сотрудничества. Иногда январь буквально возвращает вас к тому, что вы раньше недооценивали, и именно там может скрываться стабильность. Венера и Марс большую часть месяца тоже находятся в Козероге, усиливая прагматичный подход. Это сочетание дает выносливость и способность работать на результат.
Помните о том, что не все должно вдохновлять, чтобы быть полезным. Иногда именно рутинные и спокойные действия создают основу для будущего роста. Для близнецов это важный момент, потому что именно он в 2026 году напрямую связан с деньгами и репутацией. При этом важно не перегружать себя обязательствами. Козерог дает силу, но забирает энергию, если вы пытаетесь тащить слишком много. В январе лучше сделать меньше, но качественно. Выигрывают те близнецы, кто умеет расставлять приоритеты и говорить «нет» лишнему. Все это напрямую влияет и на доход, и на ощущение контроля над жизнью. Во второй половине месяца, когда Венера, Меркурий, а затем и Марс переходят в Водолей, появляется чувство сдвига. Мысли становятся легче, появляются идеи, желание расширяться и смотреть в будущее. Это хорошее время для планирования, поиска новых форматов, особенно связанных с технологиями, интернетом, обучением и нестандартными подходами. Но важно понимать, новые идеи второй половины января должны опираться на расчеты первой. Если в начале месяца вы навели порядок, пересмотрели цели и ресурсы, то конец января может принести очень перспективные направления. А Плутон в Водолее будет постепенно менять ваше отношение к карьере, статусу и будущему. Вы начинаете иначе смотреть на то, где хотите быть через несколько лет. Давайте посмотрим, что вас ожидает и в личной жизни. Первая половина месяца может казаться сдержанной, партнер занят, обстоятельства требуют ответственности и совместное время ограничено. Но это не повод для тревоги. Напротив, это шанс увидеть, где вы работаете как команда. Через совместные действия и дела проявляется взаимопонимание. А теплые моменты появляются там, где вы осознанно их создаете. Короткие разговоры, совместные решения, поддержка в бытовых и рабочих вопросах. В январе именно такие точки взаимодействия создают долгосрочный комфорт. Вторая половина месяца, когда Венера и другие планеты переходят в Водолей, а в отношения приходит легкость. Разговоры становятся свободнее, больше взаимного понимания и возможности делиться идеями. Если в первой половине месяца вы честно распределили обязанности, то во второй половине вы почувствуете заметный прогресс. Связь становится более глубокой и естественной, а поддержка – ощутимой. Для одиноких близнецов начало месяца пройдет без явных перемен в личной жизни. Однако во второй половине месяца с переходом Венеры и Марса в Водолей все меняется. Общение становится интереснее, новые контакты более перспективными. Возможны знакомства через работу, обучение или проекты. Но здесь важно не спешить и не ожидать скорых результатов. Наблюдайте, оценивайте и выбирайте те связи, которые гармонируют с вашим ритмом. Дорогие близнецы, не забывайте в январе следить и за здоровьем. Чрезмерная загруженность в начале месяца приведет к быстрой утомляемости, снижению мотивации и, возможно, раздражительности. А потому важно выделять время для отдыха, соблюдать регулярный сон и правильное питание. Друзья, январь 2026 года дает возможность реально оценить время, силы, финансовые возможности и отношения. В делах и финансах январь показывает, какие действия дают эффект. Важно концентрироваться на приоритетах и честно смотреть на свои возможности. Умелое распределение сил, планомерная работа и осознанное решение вопросов – это ключ к успеху в начале года. Те, кто соблюдает баланс между активностью и восстановлением, ощущают уверенность и контроль. А в отношениях январь подчеркивает качество взаимодействия. Для тех, кто в паре, январь учит ценить короткие, но содержательные моменты вместе, видеть поддержку и взаимопонимание в повседневных действиях.
Для тех, кто одинок, январь дает время понять, что вам нужно, настроить внутренние ожидания и создать пространство для будущих гармоничных контактов. Энергия месяца не обязывает к резким переменам, но позволяет выстроить честные и осознанные связи с людьми. Пусть январь не насыщен яркими переменами, но это вовсе не значит, что он пройдет скучно. Это время, когда каждый шаг, каждая мысль и каждое действие закладывают фундамент для будущих успехов. Я уверен, вы сможете использовать этот месяц правильно, и все ваши последующие шаги будут уверенными и плодотворными. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Не пропустите и годовой прогноз для близнецов на 2026 год, а также и гороскопы для других знаков. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!